Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон Муравьев, а мы в Москве у гостиницы Космос на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор на прицеп от Hummer Eriba Feeling. Чем интересен прицеп Eriba Feeling? В первую очередь, это подъемная крыша. Забавное такое решение, но почему оно принято? Потому что прицеп очень маленький, компактный, легкий. Его вес 1,5 тонны по документам, а на самом деле он весит и того меньше, где-то 100 тонну 200. Понятно, что все зависит от того, насколько вы нагрузите, но по документам 1,5 тонны. Это значит, что если ваша машина, а это достаточно большое количество кроссоверов, весит от 1,5 тонн до 2, то вам не нужно открывать категорию под прицеп. То есть BE категория не нужна, достаточно просто B категории. Вот поэтому этот прицеп такой. И все какие-то нюансы решения, которые в нем есть, компактность и так далее, они приняты именно исходя из того, чтобы это было так. Следующее, что немаловажно, это все-таки Hummer. Hummer — это премиальная марка, которая делает дорогие прицепы, дорогие автодома. А Feeling в данном случае это такой максимально компромисс для того, чтобы это все-таки был Hummer, качество, дизайн и так далее, и так далее. Но при этом это был достаточно доступный, простой, легкий прицеп. Давайте смотреть, давайте разбираться, что, где, как. Ну и начнем мы, конечно, внутри, потому что в прицепе внутри самое интересное. При входе у нас расположилась гостиная, столовая, достаточно просторная, то есть там раз, два, три, 4 человека сядут спокойно. Еще в теории с торца может присесть человек на какой-то стульчик. Но на самом деле прицепы — это же вообще про отдых в кемпинге, про отдых на природе. Скорее всего, по большей части вы будете сидеть на улице. Здесь, по сути, мы садимся только когда нам надо скрыться от дождя или, там, я не знаю, поработать за компьютером, почитать книжку. Мне кажется, вот такие цели преследует эта столовая в первую очередь. Что у нас здесь есть? У нас есть здесь фонарики от Hummer с режимом ночника, то есть включаем одно нажатие, это синенькое, включается кружочек просто, второе нажатие, включается сам фонарик. Наверху есть полочки, шкафчики. Ну, в целом все достаточно по классике. Ну и над столом, конечно же, нормальное яркое светодиодное освещение. Что у нас по спальным местам? Стол опускается вровень, и, соответственно, мы кладем эти подушки, и здесь получаются, ну, такие два, я бы сказал, гостевых места. То есть здесь спать можно нормально, как мы видим, ну, такая, по ощущению, сколько здесь, наверное, 120 сантиметров где-то, может быть. Вот, ну, то есть такая небольшая двуспальная, условно, кровать получается. Для путешествия самое то. Ну, то есть в любом случае это лучше, чем палатка, наверное, то есть если вы здесь оставляете гостей. Но в целом прицеп скорее для двоих путешественников, чтобы прям с комфортом было. Есть поэтому основная спальня, но в нее мы придем позже. Вот я встаю, и, собственно говоря, мы приходим к опускаемой крыше. Мой рост 1,80 м, как вы можете видеть, когда крыша поднята, надо мной еще достаточно много места, и даже, наверное, с ростом 1,90 м здесь будет вполне нормально. Когда можно жить здесь с поднятой крышей? Как заявляют на заводе производитель, до минус 15 можно эту крышу поднимать, то есть достаточно плотно сделаны эти стенки, и по идее само отопление, да, будет дополнительная вентиляция, должно справляться. Ну, это в теории. На практике, не буду врать, лично мы не проверяли, прицеп приехал в первый раз в Россию, поэтому тут надо уже проверять, насколько действительно будет комфортно. Но что я могу проверить и сказать сейчас, это то, что если мы эту крышу опустим, раз, и два. Вот я с ростом 1,80 м все еще здесь не нагибаюсь, я могу проходить. Поэтому даже если окажется, что здесь достаточно прохладно, или там заливает дождик когда какой-то, или достаточно шумно из-за тканевых стенок,
если вы где-то остановились и ночуете. Если вы не 2 метра ростом, то даже в полный рост вы здесь пройдете и сможете всем в автодоме пользоваться. Ну, если уж совсем высокий, то можно чуточку, конечно, пригнуться, потому что по автодому, вернее, по такому прицепу мы ходим в целом минимально. Кухня. Вот такое пространство. В принципе, даже когда мы используем плиту и мойку, у нас немножко остается рабочей поверхности, но, конечно, как всегда в автодомах, мы расширяем поверхность за счет того, что закрываем то, что не используем. Плита газовая, 3 огня, электроподжиг. Ну и слева, собственно говоря, обычная круглая мойка. Где-то должно быть для нее дощечка, возможно, просто где-то не здесь, которой мы можем это закрывать. Обычно есть всегда, значит, должно быть и здесь. В принципе, по кухне это все. 80 литров объем холодильника. Холодильник Dometic установлен под плитой. Работает от газа, от розетки, ну то есть от 220 вольт, 12 вольт. В зависимости от того, в какой режим вы его переключите. Душ и туалет объединены в одно пространство, достаточно компактное, но для прицепа важно не это, а важно, что в принципе есть туалет и душ, потому что это далеко не всегда, а прицеп и сам по себе тоже компактный данный. Душ у нас, соответственно, получается прямо из крана. Оп, и все, это кран. И чтобы не мочить стенки, вот здесь есть такая шторка, не буду сейчас ее всю разворачивать. Вот. Ей мы загораживаем стенки, мебель, когда пользуемся душем. Почему я говорю так, что душ не так принципиально в прицепе? Потому что прицеп это все-таки про то, чтобы остановиться в кемпинге где-то на месте и вот так отдыхать. Не про то, чтобы постоянно двигаться. То есть вы приехали на машине, привезли прицеп, остановились, и в кемпинге есть нормальный душ. И здесь вы просто живете, и вот ночью зайти в туалет, руки помыть, у вас есть, допустим, свое. Или в дороге, когда вы остановились, вот пока вы едете, вот вам пригодится душ. Для этих целей его вполне достаточно. Вы спросите тогда, почему просто не купить тогда где-то дом, зачем нам прицеп? Да для того, чтобы останавливаться в разных местах. Потому что если вы купите дом где-нибудь на берегу в Черногории, вы будете туда ездить каждое лето. А если вы купите прицеп, то первое лето вы будете отдыхать в Черногории, а второе в Хорватии, а третье в Италии и так далее, и так далее. А потом вообще на Байкале. И если что-то случилось, как мы знаем, что мир очень изменчив, вы всегда найдете, куда привезти свой прицеп, в какое классное место, воткнуть его в розетку, и ваша дача вместе со всеми вашими вещами, удобствами и привычным образом жизни окажется там, где вы хотели бы оказаться именно сейчас. Напротив туалета и душа у нас шкаф для вещей. Внизу что-то кладем, наверху вешаем. Внизу печка, трума, работает от газа при необходимости и от электричества. Соответственно, то есть если нам понадобилось отопить дом где-то в походных условиях, пожалуйста, запускаем ее от газа. В кемпинге мы запитали от электричества и все, радуемся жизни. Двигаемся в основную спальню. Здесь у нас, продолжая тему шкафчиков, их достаточно много. Есть небольшой слева и много-много разных, точнее одинаковых, но со всех сторон вот таким образом организованных в изголовье. Отличается только вот этот, который раздвигается в сторону, и вот такая сеточка наверху. Кровати. Когда мы заходим в таком виде, как сейчас, в спальню, мы видим здесь, по сути, две односпальные кровати. Но вот таким образом это превращается в двуспальную кровать. В зависимости от ваших предпочтений можете использовать кровати так или иначе, как вам будет удобно. На мой взгляд, даже это может быть трехспальная кровать, если вам надо кого-то близкого оставить здесь спать, или, возможно, ребенка, который спит с вами. Места здесь хватит, здесь действительно широко. Ну и еще здесь же из спальни мы можем тоже управлять печкой. Вот есть регуляторы, именно когда она в режиме электрическом. Можно ей управлять здесь на стене. В остальном мы видим светодиодную подсветку и такие же фонарики с режимом ночника. Что самое важное у прицепа снаружи? Ну, конечно, прицепное устройство. Прицепное устройство Alco, рама алюминиевая. Тут все как бы классно, потому что, ну, Hummer. Также спереди у нас есть багажное такое отделение. Здесь у нас устанавливается 2 газовых баллона. Здесь же мы найдем ручку, которой мы сзади опускаем лапы, ноги, чтобы прицеп не кувыркнулся, и противооткатные упоры.
Ну, если место останется, можете что-то еще по своему усмотрению сюда положить. Скажем так, это такое техническое отделение, потому что для личных вещей у нас, конечно же, есть места. По левому борту у нас, собственно говоря, вот такой небольшой багажничек за этой дверкой. В нем я обнаружил ступеньку. Это для того, чтобы поставить перед дверью, когда вы встали на стоянку, и вам было комфортно выходить. Также здесь расположился бак с чистой водой. Объем бака 50 литров. Далее, собственно говоря, заливная горловина. Здесь у нас далее подключение к сети 220 вольт, выпускные отверстия холодильника и, собственно говоря, все. По правому борту в целом все то же самое. Ну как, почти. Здесь тоже есть багажник, только он попросторнее, побольше. Здесь у нас нету бака с чистой водой, поэтому все пространство ваше. Ну и, конечно, с двух сторон можно поднять кровать и из салона получить сюда доступ. То есть как с улицы, так и из салона. Также хочу обратить ваше внимание на вот этот желобок. Он расположен по периметру всего прицепа. Нужен для того, чтобы пристегивать сюда палатку, шатер, расширить вот это пространство, сделать такую веранду. И вот у нас даже будет здесь освещение. Ну и на правом борту еще расположилась кассета биотуалета Тедфорд. Вот такая вытянутая, длинная, большая кассета. Прицеп Iriba Feeling 470 от Hummer мы сегодня с вами посмотрели. Интересный прицеп, с одной стороны компактный, легкий, с другой стороны все-таки достаточно вместительный, со своим душем и даже двумя спальнями. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой модели. Если она вам не очень зашла, не очень понравилась, какой прицеп выбрали бы вы, или, может быть, вообще предпочитаете автодом? Если да, то какой? Давайте подискутируем в комментариях. Вся техническая информация и цена, напоминаю, по ссылке в описании, потому что это меняется, и если я что-то не сказал, возможно, я просто сейчас не знал. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.